Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же грандиозные перемены вас ожидают в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. У вас, знаете, такое ощущение, что у вас жизнь как-то покрыта тайнами. Вот как-то вы жили, даже вот если вы жили, допустим, в семье, да, либо же у вас были отношения, то вы много чего не знали о своей женщине. После того, как вы узнали, то вы очень сильно удивились. И, ну, мягко говоря, вам было очень неприятно узнать то, что вы узнали. Вы такой человек очень активный. Вы постоянно куда-то мчите, вам нужно что-то делать, да, вы не сидите на месте. Я думаю, даже вам как-то и скучновато будет, если вы будете просто вот сутками лежать на диване, как некоторые любят. Нет, вы, ну да, конечно, вы можете отдохнуть, как любой нормальный человек, но так вы вообще такой трудяга по натуре. Хотя еще, знаете, у некоторых может проигрываться, что у вас очень такой вспыльчивый характер. Вы можете так импульсивно действовать иногда, да, вот именно под вспышками какими-то вот ваших эмоций, да, вот как-то, а потом можете даже пожалеть об этом. Но, тем не менее, вот если к вам по-хорошему, ну, вы будете, ну, просто как верный пес, да, вот вы настолько любите, когда вот к вам по-хорошему, да, вот если вот подойдут именно вот с каким-то с теплом, с добром, да, вот даже попросить о помощи по-человечески. Вы все отдадите, вы все сделаете, все, что вы можете, да, чем можете, поможете. Ну, такой вы, ну, очень добряк-добряк, ну, с периодическими вспышками эмоций, конечно. Так, смотрим, что еще у вас проигрывается в жизни. Вы вот очень сильный человек, очень такой волевой, морально, духовно. Даже вот когда у вас какие-то в жизни проблемы, неприятности, да, у вас были хитрости, были такие вот, очень непростые были периоды, особенно с женщиной. Вы все стойко вынесли, да, вот как ни пытались вас как бы нагнуть, да, сломить, что ли, да, вы все равно стойко все вынесли. Вот такой вы настолько вот морально, именно духовно силач, да, ну, понятно, что и физически, может, некоторые из вас очень сильны, да, потому что вы все-таки мужчины, вы сильнее, чем женщина в любом случае, вот. Личной жизни сейчас я вас как таковой не вижу. Ну, как-то вот, ну, затишье абсолютное, штиль. Вообще не вижу, и от этого вам тоже грустно сейчас немного. Давайте-ка теперь посмотрим, как всегда, такими небольшими блоками, да, какие же грандиозные перемены вас ждут. Сначала посмотрим работа, финансы, потом коротко о здоровье посмотрим. Ну и напоследок, конечно же, посмотрим, что будет у вас в личной жизни происходить. Давайте смотрим. Сначала, господи, ой, боже, уже слова забываю. Так, сначала смотрим, значит, работу и финансы, да? Так, что же у вас будет? Будут ли грандиозные перемены у вас по работе? Знаете, вот может проигрываться такая ситуация, что вам скажут что-то такое, да, вот не очень приятное касательно работы, зарплаты, да, вот, ну, то есть все, что связано с работой, какое-то известие, сначала оно будет очень для вас неприятное, ну, очень просто неприятное. Но потом как-то резко, внезапно эта ситуация решится, знаете, как будто вот сказали, что вот сегодня не получится что-то, а завтра вы приходите, вам говорят, да, уже все получилось, уже все наладилось, да? Ну вот как-то так. То есть сначала это будет неприятное известие, а потом хоп,
и приятный сюрприз такой. То есть вот это вот, да, и либо же по зарплате, либо, может быть, кому-то скажут, поедешь завтра в командировку, вы приходите, а вам говорят, да уже все, не нужно никуда ехать, уже все, другой человек поехал, либо же отменилась эта командировка, вот, ну, что-то из этого, да, вот. То есть как-то вот неожиданная радость такая будет по работе. Так, что еще по финансам у вас проигрывается? Так, в принципе, я могу сказать, что как-то без изменений у вас будет в ближайшее время финансовая ваша вот эта вот история. Я не могу сказать, что у вас будет дополнительный доход. Нет. Могут предлагать вам, знаете, вот некоторые могут предлагать то ли вакансию новую, то ли подработку какую-то, но могут что-то схитрить. Поэтому я думаю, вы, скорее всего, откажетесь, да, вот. То есть вы финансово останетесь пока что на том же уровне, на котором вы сейчас находитесь. Я не могу сказать, что вам там наследство упадет с неба вдруг неожиданно, да, либо же там долг огромный кто-то отдаст. Пока я такого не вижу. Так, давайте-ка посмотрим теперь, что у нас по здоровью проигрывается, вернее у вас, да, в общих чертах смотрим, что будет по здоровью. Проигрываться может, смотрите, очень осторожно с жидкостями, да, вот что-то, то, что вы пьете, да, вот, ну, то есть это может быть все, что угодно, даже компот, грубо говоря, чтобы не было никакого отравления, да, вот именно на желудок может что-то дать. Теперь смотрите, может быть какая-то вот либо простуда, да, что можете какой-то период, ну, постельный режим может быть, подлечиться, полежать, да, вот именно вот респираторные какие-то вот истории, да. Также еще могут проигрываться какие-то обострения болезней вот с ногами связаны, да, либо это суставы, либо это варикоз, вот именно ноги, да. Раньше было, допустим, опорно-двигательная система, я говорила, бывали проблемы. Сейчас именно вот ноги мне идут, вот именно информация идет, что берегите ноги, да, вот особенно если у кого из вас есть такая проблема, не нужно очень сильно, может, переутруждаться, да, там поработали, посидите хотя бы 5 минуток, чтобы немножечко ноги отдыхали. Вот. Ну, так больше пока особо таких проблем я не вижу. По здоровью я имею в виду. Так, дальше смотрим, как всегда, наша любимая личная жизнь. Что же будет происходить? Пока дамы нету. А что будет дальше? Так, а мечтать-то вы будете так мечтать, так будете хотеть уже новую историю любви, так будете хотеть. Смотрите, в вашу жизнь очень неожиданно ворвется женщина, ну очень неожиданно вот она появится тогда, когда вы ее не будете даже ждать. Это будет какая-то вот совершенно такая, знаете, ситуация, когда вот вы общаетесь с женщиной, даже не думаете, что это общение перерастет, допустим, в отношения. Это может быть где угодно, я еще раз говорю, да, мы не будем углубляться, пусть для вас будет маленьким сюрпризом, где это произойдет. Но будет, еще раз говорю, очень такое неожиданное знакомство. Женщина будет очень активная, очень такая, знаете, она ревнивая, она целеустремленная. Женщина, которая знает себе цену, она очень уверенная в себе, с хорошей такой самооценкой. Она не будет, как серая мышка, там ходить на задних лапках и заглядывать в рот, да. Дама такая, знаете, вот, ну, себе на уме, я бы сказала. Вот вы поначалу как-то будете в ступоре, таком вот, знаете, замешкаетесь, а что делать, а стоит ли с ней заводить отношения. Вот как-то оно у вас неожиданно все начнется,
с безобидного знакомства, так сказать. Что сначала вы будете так как-то очень робко и очень осторожно, да, то ли она напором своим возьмет, да, она будет больше как-то инициативу к вам проявлять, то ли она уж слишком активная окажется, что вы будете, ну так, знаете, очень удивлены, а сможете ли вы тоже так активничать, да, вот сможете ли вы угнаться вот за ее темпом жизни, за ее вот вообще жизненным укладом каким-то. Очень уже она такая, знаете, заводила просто. Так, что же у вас будет с ней дальше? Давайте коротко посмотрим. Вот поначалу, да, поначалу вы будете очень так осторожно с ней общаться. Как-то вы вот будете, знаете, то ли не уверены, вот не уверены, а получится ли отношения, да, вот, знаете, вот мне идет такая информация, что то ли вы в себе будете не уверены, а сможете ли вот вы как-то ей соответствовать, да? Сможете ли вы ее потянуть, так сказать? Вот это как-то, знаете, вас заставит призадуматься на какой-то период. Но потом, когда вы разнакомитесь с ней, вот настолько как-то она вас завлечет вот именно своей активностью, своим, знаете, вот отношением к жизни, что ли. Вам настолько понравится с ней проводить время, да, вот общаться, куда-то ездить, да, это могут быть какие-то и вылазки на природу, это могут быть, я не знаю, там посиделки, когда семьи там сидят, да, дружат, какая-то компания, да, вот именно такая теплая душевная компания. Это могут быть, ну, любые развлечения, которых у вас раньше не было. Да, поначалу вы как-то так с опаской это воспримете, потому что, ну, не привыкли вы. А некоторые из вас могут сказать, да, я уже не в том возрасте, да, уже чтобы так активно куда-то ездить, ходить, да, я уже не смогу так активно вести, такой активный образ жизни вести. Но на самом деле у вас все получится, я вам скажу. У вас настолько получится, вам настолько понравится. Вы даже втянетесь и будете вот с оглядкой как-то вот на свою прежнюю жизнь смотреть и думать, что как скучно и неинтересно вы жили, да, вот сейчас вот именно с этой женщиной, вот которая у вас появится, вы узнаете много нового. Она, я вам скажу, она всесторонне развитая. Вот вы посмотрите, вот да, даже на дне колоды, вот вы будете с ней в паре. Вот у вас будет как-то все в унисон получаться, да, вот такой тандем у вас будет. Очень интересный тандем. Она и расскажет о своей жизни вам, она покажет вот какое-то свое, знаете, новое мировоззрение, свои отношения к жизни, к людям, да. То есть вы почерпнете даже от нее много того, чего не знали, несмотря на то, что вы, может быть, там даже старше от нее будете, да. Но еще раз говорю, очень и очень такая интересная дама ворвется в вашу жизнь, с которой будет у вас просто такие вот, знаете, зажигательные, классные отношения, которые в дальнейшем превратятся у некоторых из вас, конечно, кто захочет, превратятся в семью, там, да, в законный брак. Кто не захочет, просто будет встречаться, да, будут стабильные отношения. Это уже будет каждый выбирать сам, кому что больше нравится. Но личная жизнь будет очень и очень активная у вас, такая зажигательная, я бы сказала, суперская. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!